Два драйвера, два ЦАПа, поддержка кодека высокого разрешения LHDC версии 5.0, эквалайзеры Dynaudio, технология золотой звук для персонализации звучания, поддержка технологии пространственного аудио с отслеживанием движения головы, адаптивное шумоподавление до 50 дБ, система с тремя микрофонами, микрофоны костной проводимости и алгоритм на базе искусственного интеллекта, 43 часа работы вместе с боксом и до 10 часов на одном заряде наушников. Как вы уже поняли, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием OnePlus Buds Pro 3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черно-красной упаковке, выполненной из плотного и качественного картона. На упаковке есть изображение, название и краткие характеристики у модели. Упаковка отличная, все упаковано надежно и презентабельно. Конечно, не так презентабельно, как флагманские наушники от Anker Soundcore, но все равно хорошо, хотя по стоимости они иногда и дешевле. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C и 3 пары амбушюр разных размеров хорошего качества. Весит бокс 50,8 грамма, один наушник весит 5,5 граммов. Это немало, обычно я не ощущаю наушники, которые весят меньше 4 грамм. Габариты бокса и наушников вы видите на экране, звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал Скидок и оставить любой комментарий больше 5 слов, осмысленный под любым из роликов. И либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. На стримах присутствовать не обязательно, если победите, я вам напишу, как раз в эту же телегу. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год разыгрываю. Условия по ссылке в описании. Переходим к наушникам. OnePlus Buds Pro 3 можно приобрести в черной и бежевой расцветке. Может быть, потом еще цвета, кстати, добавят. Выглядит бокс современно, форма бокса овальная, он крупный, но не сказал бы, что громадный. В кармане лишь слегка мешается. Толщина бокса разная, в верхней части он уже, чем в нижней, и даже подобная мелочь добавляет своей индивидуальности. Выполнен он из матового пластика и с пластиковыми вставками, стилизованными под кожу с фронтальной и тыльной части. Также тактильно бокс лично мне не особо понравился. Далее на корпусе расположили зеркальную надпись OnePlus с тиснением, хорошо оформленный разъем Type-C, LED-индикатор зарядки, кнопку для сопряжения, а также на металлическом шарнире есть надпись Dynaudio. Открыть одной рукой бокс можно, крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, люфт у крышки отсутствует, за что отдельный плюс. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и LED-индикатор. Наушники в боксе не гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса с закрытой крышкой, нужно приложить усилия, в целом как и с открытой крышкой. Извлекать наушники из бокса удобно, как и устанавливать их на места. Переходим к наушникам. Выполнена пара из глянцевого пластика и пластика с софт-тач покрытием. На удивление, наушники не марки, выглядят они стильно, но зеркальные ножки, опять же, как всегда, на любителя. Ох уж это цыганщина. Посадка плотная, в ушах наушники сидят отлично, во время пробежки не вылетают, пассивная шумоизоляция отличная. Но при длительном прослушивании музыки ощущается легкий дискомфорт. На корпусе расположили по два контакта для зарядки, по 4 микрофона, маркировку left и right, которые будут забиваться грязью, и области для управления сжатием ножки. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение режимов звучания окружающей среды, включение Zen Mode Air для релаксации, регулировка громкости и включение-выключение игрового режима. Управление удобное, сильно сдавливать ножки для совершения команды нет необходимости. Ложных сжатий у меня лично не было, также отмечу, что регулировка громкости реализована свайпами. Настроить команды можно в приложении. Команды же сопровождаются системными звуками и щелчками. Далее, наушники оснащены системой из двух драйверов, 11-мм низкочастотными и 6-мм высокочастотными, плюс установлены по 2 ЦАПа. Диапазон частот от 10 Гц до 40 кГц, импеданс 18 Омов, активное шумоподавление до 50 дБ на борту. Для ANC есть 4 режима, такие как режим с автоматическим переключением между тремя основными режимами в зависимости от уровня окружающего шума. Максимальная сила шумоподавления, средняя и слабая. К слову, максимальная сила шумоподавления использует алгоритм для адаптивного шумоподавления. И данная функция слегка детальней и точечнее работает, чем авторежим. Но функцию они выполняют одну и ту же. ANC в действии показала себя отлично, все режимы настроены корректно, какого-то постороннего белого шума с включенным ANC нет. Также Buds Pro 3 имеют функцию прозрачности. К плюсам отнесу, что она натурально передает звуки, но, как по мне, ей не хватает более чистой передачи звука. ANC и функция прозрачности могут работать даже с одним наушником, за что отдельный плюс. Далее, полноценный мультипоинт до 2 устройств с автоматическим переключением на борту, датчики обнаружения отрабатывают корректно, и
функцию автоматической паузы можно включить-выключить в приложении. Из интересного, OnePlus Buds 3 Pro поддерживает технологию пространственного звука, OnePlus 3D аудио с отслеживанием положения головы. Реализована, по мне, она хорошо, звучание музыки становится более интересным и разноплановым. Но, как по мне, стоковое звучание более качественное. Для просмотров фильмов или игр эта технология топ, но опять же, она не поддерживается во всех приложениях. Далее есть технология Golden Sound для настройки индивидуального звучания с учетом остроты слуха и особенностей строения ушного канала. С первой настройкой можно получить более оптимальное звучание, но это не означает, что оно однозначно вам понравится. В любом случае, за золотой профиль звука отдельный плюс. Для персонализации звучания в приложении можно найти вкладку Soundmaster с 5 предустановленными эквалайзерами. Настроены они, к слову, совместно с командой DIN Audio. Также есть функция Bass Wave для динамического усиления низких частот и вкладка с простеньким шестиполосным кастомным эквалайзером. Всего можно создать только 3 эквалайзера. На персонализацию наушники откликаются корректно, так что в плане звука все довольно гибко. Далее, заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному они работают, и переподключение бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Buds Pro 3 также поддерживает функцию Google Fast Pair, в принципе, как и большинство наушников, даже по 1000 рублей. Емкость аккумулятора бокса 566 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 58 мАч. Отлично, что есть беспроводная зарядка бокса. Полный цикл зарядки наушников занимает 1 час, а бокс 1 час 20 минут максимум. На 100% громкости по кодеку LHDC без включенной функции ANC со стоковыми настройками звучания наушники отыграли по моим тестам 7 часов 30 минут. При этом первые 30% наушники потратили по 10% за 1 час 50 минут в среднем. Отмечу, что заряд отображается с ходом в 10%. С боксом данная пара в подобном сценарии использования прослужит около 23 часов. 10 минут подзарядки наушников от бокса дают в среднем 2 часа 30 минут прослушивания в тех же условиях. Время автономной работы отличное, за что отдельный огромный плюс. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. Я купал их в воде, после чего просушил. В итоге с ними все в порядке, так делать нельзя, плавать, разумеется, с ними нельзя, и под сильный дождь попадать тоже нельзя. Хотя ни одни наушники у меня не погибли после утопления. Дальше. Подключается данная пара как к iOS устройствам, то есть iPhone, так и к Android. На смартфонах от OnePlus все настройки доступны стандартно во вкладке Bluetooth. Если использовать смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. На стартовой странице мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему еще и в процентах, все функции и технологии, которые я уже рассказывал ранее, а также проверка прилегания. Включение функции для удаленного совершения фото и записи видео с наушников, поиск наушников звуковыми сигналами, переход к Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает эту технологию, и функция здоровья шейного отдела, что немаловажно. Работает эта функция совместно с приложением O-Health, и при калибровке наушников и включенной этой функции данная пара будет уведомлять о том, что необходимо размять шею. Обновить прошивку в приложении также можно, и мне обновления уже прилетали. Летим дальше. Bluetooth используется в версии 5.4 из кодеков на борту AAC и SBC и LHDC версии 5.0. Наушники отлично держат связь с устройством, к которому они подключены через одну стену, как и через 2 стены они не отваливались, и по заявлению производителя задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 94 миллисекунды. При просмотре роликов на YouTube задержка минимальна, как в целом и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны VPU с костным датчиком распознавания голоса и шумоподавления на базе искусственного интеллекта с чувствительностью 38 дБ. Отрабатывают они достойно, не скажу, что они лучшие на рынке, но однозначно одни из лучших. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников OnePlus Buds Pro 3. И насколько бы хорошо вам не показалось, что микрофоны работают у этих ушей, у них достаточное количество недостатков. В первую очередь смеюсь я от того, что ценник, в отличие от 2 Pro или Pro 2, просто, мягко сказано, задрали. Напоминаю, что микрофоны ваших смартфонов работать будут лучше, чем этот микро. Напоминаю, что микрофоны на шнурке наушников или проводных, где у вас микрофон у рта, у источника звука, тоже будут лучше работать. А в целом микро, как у всех хороших наушников, хороши. Лучше их использовать, разумеется, с вашими любимыми
OnePlus. Звучание – одна из тем, относящаяся к индивидуальным предпочтениям, так что советую никого не слушать и идти слушать данную модель для того, чтобы понять, нравится вам звук или нет. Обязательно со своим источником звука, то есть смартфоном, плеером или еще чем-то. Но о своих ощущениях я расскажу, так как, возможно, кому-то это поможет. Запас громкости отличный, они в меру громкие, бас мощный, с великолепной глубиной и средним басом. Высокие реализованы приятно и выразительно, вокал как мужской, так и женский звучит качественно. Особенно хочу отметить отлично проработанную середину, широкую сцену и хорошую работу с инструменталом. Звучание яркое, энергичное и сбалансированное. В сравнении с прошлой моделью ощущается доработка по звуку, особенно в детальности и балансировке. Но заметить это не каждый сможет, поэтому если вы собрались переходить с Buds Pro 2 на эту модель из-за звука, то однозначно необходимо их слушать, и однозначно они не настолько лучше звучат, насколько они дороже стоят. Из минусов лично мне Box Pro 2 больше импонирует, так как в Buds Pro 3 он хоть и выглядит стильно, но вот этот пластик с рельефом кожи дешевит. Плюс тактильно он неприятный, опять же, лично для меня, у вас могут быть другие ощущения. Нет полноценного с детальной настройкой кастомного эквалайзера, наушники крупноватые и довольно высокий вес, и при длительном прослушивании музыки может возникать дискомфорт. Функция прозрачности глуховато транслирует окружающий звук, опять же, с прошивками может это дело поменяться. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, этим вы безумно поможете проекту, и я вам скажу троекратное ура. Может быть, даже поможете себе, потому что ценники на железки всегда разные. И напоминаю, что вы заходите в ТГ скидок, вбиваете название железки и видите динамику изменения цены. Ждете распродажи и покупаете выгодно. Резюмирую, беспроводные наушники OnePlus Buds Pro 3. Хороший выбор как для ТВС-наушников от OnePlus. Улучшение по сравнению с прошлой моделью ощущается по большей части только в плане функций и технологий. Пара получилась хорошо допиленной версии прошлой модели, но, повторяюсь, значительно дороже. Поэтому от меня девайсу скромная, да? Напоминаю, что любые аксессуары, наушники, часы, браслеты лучше покупать того же бренда, что и у вас мобильник. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!